Сегодня 21 июня, и Солнце официально вошло в знак зодиака Рак. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Татьяна, и я хочу поговорить с вами об этом знаке. Мне кажется, что это один из самых неправильно понятых знаков, очень misunderstood. И я скажу вам почему. Давайте начнем сначала. Какое животное у нас символизирует рак? Это actually краб. Это нежное-нежное ранимое тельце, которое защищено прочной ракушкой. В жизни раки очень похожи на это. С одной стороны, они очень добрые, очень мягкие, они очень уязвимы, очень чувствительны. Но при этом, вопреки общему мнению, что рак это кто-то эмоциональный, и он, может быть, плачет легко, может быть такой cry-baby, вопреки этому, в действительности, это люди с огромной силой воли, с амбициями, с драйвом. Они легко принимают сложные решения и, не оглядываясь, их воплощают. Другой вопрос, что это все делается, как правило, ради семьи, ради тех любимых людей, которые и составляют вот эту эссенцию вот этого ранимого, незащищенного тела. Давайте мы с вами посмотрим на карту Таро, потому что это самая лучшая иллюстрация. Она умнее, чем любой учитель, любая книга. Посмотрите, вот здесь наш чевиатир, водитель колесницы, да, это явно такой, как солдат, который находится и сам в броне, и колесница у него бронированная. Наверное, ему пришлось ее построить, чтобы защитить себя от внешнего мира, так же, как ракушка защищает тельце краба. Он явно контролирует вот этих серьезно выглядящих сфинксов, которых, если их отпустить и дать им волю, это может быть наши эмоции, желания, страхи, может быть insecurities какие-то, если их отпустить, они могут рвануть в разные стороны и буквально разорвать нашу колесницу. Откуда же такая разница в общем каком-то восприятии, каким должен быть рак, и в реальности? Хочу сказать, что знаки зодиака свои характеристики берут из 3 главных источников. Планета, которая управляет этим знаком, элемент, которому принадлежит этот знак, и модальность. Модальность имеется в виду, какое место в сезоне занимает месяц, который связан с этим знаком зодиака. В нашем случае планета, которая управляет раком, это Луна. Она дает ему всю вот эту заботливость, мягкость, желание своей семье, своим любимым людям обеспечить настоящую безопасность, и финансовую, и физическую, и эмоциональную. С другой стороны, его модальность – это первый знак, открывающий сезон лета. Эта модальность называется кардинал. Кардинальные знаки, они обязательно инициируют. Они вот те самые первопроходцы. Они не боятся принимать решения, не боятся делать такие экстраординарные шаги. Например, даже как иммиграция в другую страну. Если они знают, что это будет очень хорошо для их семьи. А вот элемент – это водный. Водная стихия действительно связана с чувствами и эмоциями. Но тут есть тоже небольшое недопонимание. Водные знаки, они чувствуют. Они не делают из этого драму, истерику. Скорее, огненные знаки. А это я тоже этих хорошо знаю, потому что я дабл-стрелец. И вот
нам нужно, чтобы наши чувства были видны, чтобы их как бы validated, чтобы их оценили, чтобы их уважали. И мы скорее хотим их делать на публику. А раки и другие водные знаки – это скорее, знаете, как у Шекспира было. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Они никогда не делают этого на публику. Наше путешествие по Таро часто описывается как путешествие карты «Дурак» нашего Дефул. Я люблю о нем думать как незнайка. Его путешествие по старшим арканам. 21 карта старших арканов. Я хочу рассказать вам, как вот он пришел и встретил карту «Колесница», которая связана со знаком рака. Представьте себе, что сначала, вот когда он рос маленьким ребенком, у него были сестры и братья. Потом мама и папа, императрица и император. Он их очень любил, и они были залогом его безопасности, его защищенности. Они всегда давали ему правильный совет и всегда о нем заботились. А потом у него был учитель, Иерофант. Это был или формальный учитель, или просто кто-то, кто играл огромную роль в его жизни, с кем он мог поговорить, посоветоваться. Может быть, даже такая Арина Родионовна, of a kind. А потом он влюбился. И оказалось, что те чувства, которые он раньше испытывал только в семье, к своим братьям, сестрам, родителям, он вдруг может испытывать к абсолютно чужому парню или девушке, которые вдруг стали так важны в его жизни. Их мнение о нем, их чувства к нему. И он почувствовал, что взрослеет. Когда он действительно стал взрослеть, он пришел к карте «Колесница». Старшие арканы – это 21 карта, помимо карты «Дурак». И колесница, будучи картой номер 7, это как бы 1/3 его путешествия, когда из ребенка он превращается, ну, по крайней мере, в подростка, молодого человека, который понимает, что очень многое в этой жизни зависит от него, что уже родители, может быть, не так важны в этот момент. Может быть, эта первая любовь уже оставила какой-то след в его жизни. Но пришло время ему буквально взять свою судьбу в свои руки. И часть этого быть взрослым, полагаться на себя и двигаться к своей цели стала необходимость контролировать свои эмоции. Эти разные эмоции, разные силы, разные желания, которые нас разрывают иногда, представлены белым и черным конем. И если их не сдерживать и не контролировать, они могут рвануться в разные стороны и буквально разорвать нашу колесницу. Я хочу показать вам эту карту в других колодах, где, мне кажется, она тоже очень интересно представлена, просто чтобы дать вам разные оттенки этой карты. Вот это карта колесница в добром Таро, The Goodness Таро. Вот здесь мужчина и женщина, которые явно уже не молоды, но, может, видите, у них такой роман в более поздней стадии их жизни. Они путешествуют явно в не новом, недорогом автомобиле. Собака, друг человека при них. И это составляет их любовь друг к другу, составляет теперь вот эту основу, фундамент, смысл их жизни. По-моему, очень красиво. Это вообще очень-очень найсная колода. Еще я хочу показать вам совершенно отличающуюся от других колод карту. Вот эта ее рубашечка, она сразу говорит Ближний Восток, Шахерезада, что-то красивое и мистическое.
Я покажу вам коробочку этого Таро. Это называется Десуфи Таро. Если вам будет интересно, я всегда могу помочь вам купить его. Суфи– это такая ветвь в исламе, которая вместо соблюдения вот этих внешних законов, которые очень требуются от всех, она сосредоточена именно на внутренних и духовных, внутреннего и духовного следования devotion to Islam. Они медитируют, они практикуют разный мистицизм, и они очень-очень peaceful, очень миролюбивые. К сожалению, они часто подвергаются атакам от более агрессивных и радикальных исламских групп. Я хочу вам показать их очень красивую карту. Здесь тоже белый и черный конь, который символизирует силы, которые нас движут или которые вызывают у нас внутренний конфликт. И как умение их оседлать даст тебе возможность прикоснуться к звездному небу. А еще покажу вам карту из тоже моего очень любимого Таро in Wonderland. Вот, Wonderland Таро, которое все посвящено книге Кэрола Льюиса «Алиса в стране чудес». Эта книга сама по себе изумительна. Куда-то у меня убежала карта. Сейчас я найду вам. Вот колесницу. Вся эта книжка состоит из красивучих full-size цветных картинок, цветных images с прекрасным описанием. Автор – это у нас здесь очень такая уважаемая учитель и такая автор Таро книг и нескольких колод Барбара Мур. Когда я говорю автор колод, у колод Таро, как правило, есть автор, у которого есть идея, что он хочет видеть в этой колоде, и художник, которого автор выбирает, потому что ему очень нравится его манера художественная, и он чувствует, что они могут together сделать что-то очень хорошее. Вот тут художник Юджин Смит. Он, конечно, совершенно гениальный. И Барбара Мур говорит нам так. Вот я вам покажу карту, которая совсем уж не похожа. Эта карта тоже колесница. Вы скажете, где же здесь колесница? Барбара Мур говорит нам, что когда мы только лишь фокусируемся на способности контролировать свои желания, там, свои какие-то страсти, это немножко oversimplification этой карты. Что эта карта, ведь в жизни не только все зависит от нас. Жизнь постоянно подкидывает нам какие-то обстоятельства, с которыми мы должны справляться. И вот тут, видите, бедная Алиса, она должна иметь дело с фламинго. Мы привыкли, что фламинго – это такое чудное существо, но попробуйте с ним договориться. У него совершенно свои дела. И вот ей нужно, с одной стороны, как-то с ним справиться и ему не сломать шею. С другой стороны, не наступить на суслика, который у него под ногой. То есть не только справляться с нашими внутренними демонами, но уметь в этой жизни handle как бы внешние обстоятельства так, чтобы никому не навредить. И практиковаться в этом, и повторять это множество раз, чтобы стать мастером этого дела. Я еще хочу сказать, что, конечно, знак рака – это знак летнего солнцестояния, это в мифологии знак, через который жизнь заходит на нашу планету. Это очень, очень важный знак. Если у вас есть, я не знаю, в семье ваши дети, мужья, жены, сестры, родственники, друзья, раки, вы уже и без меня знаете, что это люди необыкновенно добрые, очень цельные, глубокие личности. Это огромное счастье иметь с ними вот такие долгие, глубокие отношения. Любите их и берегите их. Они
все-таки действительно очень ранимы и чувствительны. Удачи вам, спасибо за просмотр. Пожалуйста, пишите комментарии, поправляйте меня, если я говорю глупости, задавайте вопросы. Если вас интересуют эти колоды Таро, я могу, я не знаю, помочь. Я их покупаю на Лувелин или на Амазоне, где Лувелин их продает. Я могу помочь вам найти их. Спасибо, удачи вам. Жду вас на своем следующем видео.